Приехала я на дачу. Очень много сегодня запланировала работы. Приступаю, потому что хочу все успеть сделать. И сегодня нужно уехать. Приехала всего лишь на несколько часов. Пока я здесь нахожусь, открыла лаз и хочу, чтобы при мне цыплята с квочкой вышли погуляли. Здесь шелковые цыплята. Ну вот, если она их выведет и будет их защищать от всех, то, пожалуйста, пусть гуляет. И пусть выходит в вольер, выводит цыплят и смотрит за ними. Наблюдаю, далеко не отхожу, в случае чего, чтобы я могла помочь. И сразу закрою, если будут сильно обижать. Вышла, проверила и зашла, но на улицу хочется. По идее, она должна выйти и позвать за собой цыплят. Вот так встречают квочку. В песке покупалась и пришла назад. Не собирается она выводить отсюда цыплят. Сама покупалась и пришла назад. Оставляю открытым, буду наблюдать. Хочу, чтобы они привыкали и выходили, и жили все вместе. Моя задача, чтобы все цыплята привыкли к этой стае. И хочу, чтобы у меня все шелковые были одной семьей. И индюшку, пока я здесь, открою. И пусть выходит, гуляет с индюшатами, с цыплятами. Пусть выходит с цыплятами, гуляет. Но прежде чем это сделать, из этого вольера я вывела 2 индюшки на улицу, на траву. Потому что они обижают эту индюшку. Ну, естественно, куры побежали комбикорм кушать. О, какой петушок, смотрите, защищает, выгоняет курицу из вольера. Какой молодец. Ну, я думаю, что они разберутся. Индюшку обижать здесь уже куры точно не будут. Все, выходите.
Захотят, выйдут. Пока я нахожусь на даче, пусть гуляют в вольере. Цыплята должны видеть солнце. В эту теплицу мне совершенно не жалко убрать здесь вот эти огурцы. Вот эти огурцы, которые здесь у меня растут. Я их убираю. И в этом месте у меня будет кое-что интересное. Мне даже для этого не жалко перцев. Главнее для меня это цыплята. Здесь будут жить цыплята Амераукана. И все, как я буду делать, я вам покажу. Огурцов у меня очень много, поэтому убираю эти огурцы. Ну, наверное, этот ряд перцев оставлю, пусть они между ними бегают. И делаю здесь загородку для Амераукана. А в дальнейшем сделаю им даже вольер с выходом на улицу. Там у меня вторая теплица. И как раз этот промежуток очень хороший. Там нет сквозняка, нет ветра. И очень комфортно будет цыплятам находиться в теплице. И возможность будет у них выйти на улицу. Все это покажу вам, как я это буду устраивать. Прозевала я торжественный выход этого семейства из домика. Вышли. Красавцы. Естественно, сидеть я здесь не могу, у меня нет времени такого. А уже с огорода услышала, что, по-моему, они вышли. И вот квочка, курица, она еще квокчет, она защищает цыплят от других кур, которые находятся с ними в вольере. Повела. Вот так когда-то у моей бабушки курочка водила цыплят по всему двору, по огороду. И вот в этот момент курочка должна защитить цыплят от петушка. Вот так вот раньше держали кур-квочек. Ну, думаю, сейчас тоже многие так выпускают квочек, и они ходят с цыплятами. Пусть уже знакомятся. Лучше это произойдет именно сейчас, когда курица-квочка, когда она защищает своих цыплят. И в случае опасности она их охраняет.
Перекапываю вольер, как всегда, на штык лопаты. Это я делаю всегда, когда хочу какую-то птицу сюда переселить. Обязательно весь вольер мою. Сначала убираю подстилку, все забираю, подметаю и мою. Прямо мою с водой и с доместосом. Обязательно мою пол перед тем, как сюда переселить. Без разницы, покупная это птица из другого хозяйства или же это просто из другого вольера птица. Все это делается не только в санитарных нормах, но и чисто, чтобы мне было приятно. Из центрального вольера переселила вот в такую временную загородку. Я так делала раньше часто. Здесь в основном петушки и несколько курочек. Пока эти отсажены здесь. А вот и промежуточный результат. Еще осталось застелить подстилку и принести сюда чашечные поилки. Почему говорю промежуточный? Потому что я еще не уверена, что эти цыплята с индюшкой будут жить именно здесь. Потому что у меня еще есть один вариант. Пока что они побудут здесь, я еще подумаю над этим вопросом. И, возможно, вот этих индюшат, которые живут в этом домике, и здесь у меня отсажен чубатый доминант Чехия, курочки, которые несут зеленые яйца. И вот это все, возможно, я вот этих всех жителей этого домика поменяю местами с индюшкой, с цыплятами. Над этим вопросом я еще пока что думаю. Ближайшую неделю точно они пока будут так, как есть, так, как я только что вам показала. Но я всегда в любой момент могу это все поменять. Но мне в данном случае очень нравится, как здесь они прижились. Эти индюшата с цыплятами чубатого доминанта, курочками. Все здесь отлично, но вот хотелось бы побольше им места. Поэтому в этом вольере пока индюшка, квочка с цыплятами. Здесь цыплятам будет очень просторно и очень-очень хорошо. Все, иду за подстилкой. Когда-то у меня были перепелки. И вот как хорошо, когда есть клеточки вот такие. Посадила в клетку для перепелов и принесла цыплят. Красота.
Всех цыплят высадила. Амираукана будут жить здесь. Кормушка, поилка чашечная. Все у них есть. И даже вот такие джунгли есть. Из перцев. Вот так вот я сделала клетку. Сверху тоже обязательно закрываю, потому что ходят коты чужие. Все щели, все какие-то дырочки, все это я закрою. Вот этого ничего здесь открытого не будет. И вот это тоже все закрою. У меня есть достаточное количество сеток для этого. И теперь Амираукана будет гораздо лучше. Им здесь будет просторно и тепло. И специально вовнутрь поставила насесты, чтобы они сидели на них. Эти насесты очень хорошо зашлифованы, специально сделаны гладкая круглая поверхность, чтобы не было квадрата, потому что, как правило, об квадрат бьется курочка, цыпленок, ударяются животом, и там получается потом углубление. Поэтому насест должен быть вот такой вот закругленный и удобный. Удобный для обхвата лапы. И не должно быть острых краев, как у доски. Уже купаются вовсю, чистятся, кублятся. Все, им тут понравилось. Сторону от улицы в теплице я закрыла брезентом, чтобы не дуло, чтобы немножко был тенечек еще у них в вольере. Но сидеть на развилке перца я такого еще не видела. Вместо коронного цветка на перце сидит, на развилке вместо коронного цветка. Очень быстро иду собирать яйца. Только успела почистить гнезда, чтобы было приятно открывать эту крышку. А уже помет, конечно, я не трогала, потому что у меня нет времени на это. Так, все собираю, быстренько показываю и быстренько собираю. Очень много времени мне сегодня на перестановки и уборки в вольерах.
Так, сколько там яиц? Есть. Немного есть. Под гнездами, помните, я вам рассказывала, я стелила полынь. Ветки полыни срезала. Ну, уже, наверное, можно их убирать, потому что они уже высохли. И уже никакого ни запаха, ни эффекта, я думаю, от них нет. И, кстати, в том месте, где я срезала эту полынь, у меня уже наросла молодая и свежая. Можно нарезать и уже освежить. Вот, видите, одна курочка, которая вот в данном случае несет вот такие яйца, любит нестись в это гнездо. Вот, видите, 3 яйца в это гнездо. Так. Да ты что? Да ты что рассказываешь? Вот так курочки разговаривают, значит, эта курочка несется точно. Это первый признак, самый главный, что курица несется. И можно даже не проверять нейлонные кости и все остальное. Так, ага, еще 2. И здесь. Все, нижние гнезда собрала. Кто-то еще в гнезде сидит, слышу. Кто-то шкребется. Кто-то шкребется, наверное, здесь. И верхнее гнездо. В верхнем гнезде даже аж 5 яиц сегодня. Есть. Закрываем. Все. В этом вольере яйца собраны. В третьем вольере посмотрим, что. Ого! Вы смотрите. Легорны разошлись не на шутку. Так. Эти яйца и в темноте увидишь, как светофоры светятся. 3. Что это? Неужели все легорна? Индюшки перестали нестись? 6, 7 яиц легорна. Да, индюшиных яиц уже нет. Не знаю, еще не решила, оставлять мне так цыплят или завести их в домик, закрыть. Может быть, еще маловаты они. Наверное, я их заведу в домик. Пусть еще посидят в домике. Буду постепенно. Они, конечно, все возле нее. Но не знаю. Маловатые они, конечно. Слышала, что араукана хотела снести яйцо, и что-то я его не нахожу. В вольере араукана яиц не вижу. Но я точно знаю, что она хотела снести яйцо. Хотя вот этого цыпленка
Я открыла в этом вольере, когда он был точно такой маленький, как сейчас шелковые фризли. Все, зашли все. На сегодня хватит. Пусть пока сидят, потому что мне нужно, чтобы они хорошо кушали комбикорм. И вот так каждый раз буду приезжать и буду выпускать гулять, чтобы они привыкали. Все, пришли домой. Нагулялись сегодня целый день. Совсем нет времени сегодня на помидоры. Занимаюсь в курятнике. Очень много времени у меня сегодня уходит перестановки в курятнике, поэтому помидорами сегодня заниматься вообще и нет времени. Красота какая поспела. И здесь все наспело. Эустомка. Можно срезать букет. Красивые какие. И мне очень нравится в эустоме то, что цветок цветет очень долго. Это не такой цветок, который цветет один день и все. А вот смотрите, уже сколько недель прошло. Уже очень давно цветет эустома, и ничего с ней не происходит. Цветок как будто только распустился. Вот что мне нравится в эустоме. Вот такой букет, это один кустик. Запаха никакого нет. Но красота эустомы до такой степени красиво, что хочется смотреть и смотреть на эту красоту. Сегодня уже надо срезать этот тяжеловес германский Тидвелл, а взвешивать буду уже дома. А срезать надо, потому что, смотрите, он треснул. И уже его нужно кушать. Поэтому срежу вот этот. И за ним тоже такой же огромный срежу. А взвешу уже дома. И покажу вам вес этого помидора. Германский Тидвелл. 2 года подряд, в прошлом году и позапрошлом, он у меня был рекордсменом. 1 год он у меня был 1,8 килограмм. В
прошлом году был 1,20 кг. Не знаю, какой в этом году. Наверное, немножко меньше. Зрительно вижу, что помидор немножко меньше. Но взвешу, увидим. Вот это помидоры все с одного куста. Вот можете себе представить. И это при том, что я не удобряю никакими удобрениями свои помидоры, кроме куриного помета. И вот даже еще есть. А я их сразу не заметила. И еще вот 2 помидора, которые я еще не заметила. Это тоже все германский Тидвелл. Много помидоров и в теплице, и на улице. Но в этот раз у меня совершенно нет времени на помидоры. Целый день занимаюсь курятником, и уже нужно уезжать. Обрезаем помидор. Это германский Тидвелл, рекордсмен прошлого года и позапрошлого года. В прошлом году он весил 1,20 кг, а в этом году узнаем дома. Вот такой он красивый, очень вкусный, сочный. Всем рекомендую. Не пожалеете, посадите хотя бы 1 куст германский Тидвелл. И потом напишите мне в комментариях, понравился вам этот помидор или нет. И уже заодно срежу и эти. Пусть уже легче будет этому растению. И вот смотрите, я срезаю это всего с одного куста, и у меня уже пол ведра помидоров. И сейчас вам покажу. Смотрите, и, кстати, я срезала еще один, и он, мне кажется, больше, чем тот, который я срезала рекордный. Вот, этот больше. А я думала, что вот этот будет рекорд. Приеду домой, взвешу и обязательно вам расскажу, какой здесь был вес. Еще таких немножко возьму. Хотя мне заказ был на красные помидоры. У меня все почему-то любят вот такие красные помидоры. Я хочу сделать квашеные помидоры. Мои все просят красные. А я сказала, что я лично для себя заквашу бенегару. Потому что то, что он желтый, видно только глазами. А если глаза закрыть и кушать с закрытыми глазами, то не отличишь абсолютно. Это обычный помидор, такой же, как и красный. Поэтому для себя лично я хочу сделать квашеную бенегару. Все, полное. Еще будут листья, поэтому это и так много получилось. Вот такая красота. Полное ведро буквально за секунду. Все, иду квасить помидоры. Все время хожу, наблюдаю за цыплятами Амираукана. Все у них тут отлично. И здесь тепло, ветра нет. Свежий воздух в теплице будет, потому что теплицу я не закрываю. Двери будут открыты. В том-то и суть тепличного содержания летом птицы. Если закрыть теплицу, то будет очень-очень жарко. В теплице летом очень жарко. А в данном случае уже середина августа. И здесь прекрасная температура для птицы. Покажу вам быстро помидоры свои. Кстати, один ряд у меня сегодня опять упал от тяжести помидоров. Покажу даже какой ряд. Вот этот помидор сегодня подымала. И боюсь, что поломала даже ветки. Вот, смотрите, видите? Потому что он сегодня упал, этот весь ряд, от тяжести
вот этих помидоров. Вот. Свалился. Упал весь этот ряд. Ну, а вот эти помидоры, спросите, почему я не обрываю спелые? А потому что это все помидоры, вернее, не все помидоры пойдут у меня на сбор семян. И я собираю семена только с помидоров, которые доспели полностью на кусте. И желательно брать семена самой-самой первой кисти, которая самая была первая, самая ранняя. Вот, смотрите, сколько тут еще помидоров. Вот, поэтому отсюда помидоры я не собираю, потому что здесь у меня помидоры будут на сбор семян. И, возможно, с этого куста тоже, вот именно с этой кисти, вот смотрите, которая самая первая, вот эта самая первая кисть, и вот с нее нужно собрать полностью семена. И вот здесь, вот смотрите, крупные помидоры, тоже это первая кисть. И вот помидор, если он доспеет полностью на самом помидоре, на растении, тогда семена, семечки будут вызревшие и будут очень сильные семечки. И передадут в следующем году все свойства вот этого куста. Ну, а так помидоры спеют. Так, проходя мимо этого куста, я всегда срываю здесь вкусноту. Этот тоже вкусный, но не такой сладкий. Тоже здесь. Это мои любимые помидоры на вкус. И, возможно, если успею, то хочу сегодня сделать в ведро квашеные помидоры. Вот это единственное, что я хотела бы сегодня еще успеть сделать перед отъездом домой.
Что это за птица? Смотрите, какая птица. С короной. Пока не съели помидор, нужно срочно взвесить, потому что он уже треснул. 959 грамм. Не дотянул до рекорда. И второй, который, мне кажется, что он больше. Взвешиваем. 902 грамма. В этом году рекорд еще не побит. Но у меня на огороде еще есть претенденты на рекорд. Хочу показать этот помидор, германский тидвелл, в разрезе какой он. Как его разрезать? Давайте вот так разрежу. Вот так вот. И покажу, какой он внутри. Посмотрите, какая это красота. Вот такой. Сочный. Это один помидор.